Привет, новый день, новая торговая сессия. Вижу, что рынок у нас не стоит на месте, есть монеты, которые приятно движутся. Буду на них искать точки входа по моей стратегии. Начинаю я сейчас с баланса с такого же, как вчера закончил, $98. Риск на сделку у меня 3%, риск на всю торговую сессию 10%. Открыл первую сделку по монетке мемы. В данный момент она находится в нисходящем движении, довольно-таки сильно упала. После этого начала немножечко замедляться. Вот мы видели вот здесь примерно первую такую остановку, после чего мы плавно дальше пошли вниз. Здесь мы видим похожую ситуацию, также была такая остановочка, после чего мы начали плавное движение вниз. И на этом фоне, мне кажется, трейдеры будут заходить по тренду, попытаются открыть шортовые сделки. Тут есть у них возможность поставить короткий стоп-лосс за ближайший максимум и потенциально ловить большую шортовую сделку с минимальным стоп-лоссом. На этом фоне я открыл лонговую позицию и попытаюсь ловить буквально от обновления максимума на сбор стопов шортистов. Okay, let's go. Второй раз у нас подходит к стоп-лоссу. Думаю, в этот раз уже не повезет. Да. Сделка закрывается в убыток, но в любом случае она была верная по стратегии, и у меня такие сделки намного чаще закрываются в take profit. Так что сейчас посмотрю еще, может найду пару интересных сделок. Открыл вторую сделку по монетке Sun. Увидел, что она сейчас находится в очень сильном лонговом движении. И в какой-то момент мы делали вот здесь небольшой такой откат, довольно-таки быстрый, и его очень сильно выкупили. Вот этот сильный импульс для меня и, мне кажется, для большинства других трейдеров был сильным знаком того, что мы можем пойти дальше вверх на продолжение движения. Именно поэтому я подумал, что большинство трейдеров будут заходить вот в этом уже таком плавном росте на продолжение движения вверх и будут открывать лонговые позиции. Именно поэтому я открывал здесь шорт, хотел зайти против большинства. Но, к сожалению, пока я это объяснял, меня выбили. Но пока структура сохраняется, то в теории здесь возможно посмотреть на вход в еще одну сделку. Если не сломается структура и даст опуститься еще чуть ниже, я, наверное, перезайду и открою здесь еще одну шортовую сделку. Решил не ждать, открыл шортовую сделку. Возможно, это была ошибка. Тут по моей стратегии нужно было еще немножко подождать какой-то откат. Но я решил открыться чуть раньше и посмотрим, была ли это ошибка или нет. Похоже, здесь была ошибка заходить, и меня закрыло. Что на этом, наверное, торговую сессию нужно заканчивать. Я достиг лимита, и поэтому эта торговая сессия заканчивается у меня с убытком. На балансе $89.